Приветствую, это снова Илья и мой канал Антимрак. В этом видео мы поговорим про мотивацию и про мысль как единственный мотиватор на примере создания контента для моего канала. Вообще, когда мысль единственный мотиватор в самом себе. Я много раз слышу, как в интернете говорят о какой-то мотивации, которой очень не хватает многим людям. И в этот момент я задаюсь вопросом, вообще, что они понимают под мотивацией и как они себе представляют ее наличие. Например, я понимаю, что никакие результаты в развитии этого канала меня в конечном итоге не устроят, потому что для меня этот канал служит средством для выражения мысли в виде ее публикации в ролике. То есть выражение мыслей является основной целью моих видео. То есть некоторые результаты меня радуют, вроде увеличения количества подписчиков и количества просмотров, но в итоге я понимаю, что это не является для меня неким основным мотиватором, потому что изначально канал для меня является средством для публикации своих размышлений, и для меня не существует мотивации как какого-то состояния, присутствующего у меня длительное время, потому что я не занимаюсь производством чего бы то ни было под чьи-либо конкретные информационные потребности. Ну вот что касается именно создания контента для моего канала. И вообще принцип мысли исключает некую подстройку под чьи-либо вкусы или под определенный уровень, являющийся следствием ограниченности человека относительно его понимания, находящихся над его уровнем. Другой уровень понимания исключает значение низшего уровня, поэтому все то, что делается в индустрии информационного ширпотреба для удовлетворения потребностей масс, не имеет отношения к интеллектуализму. Массы выполняют свою историческую, статистическую миссию, и это их основная миссия, поэтому к ним неприменимы никакие принципы. Так вот, почему люди говорят об отсутствии какой-то мотивации? Имеют ли они в виду под ней нечто статичное, что побуждает их к действию? И как вообще можно иметь мотивацию, ничего не делая? Допустим, как вы можете иметь мотивацию к катанию на велосипеде, если вы не умеете на нем кататься? Или как вы можете иметь мотивацию к какому-либо делу, если вы им не занимаетесь? И, как я думаю, иметь мотивацию можно только в процессе какого-либо дела, но не только думая о нем. Думать о деле и ждать мотивации, как мне кажется, немного нелепо. И не само ли дело должно являться мотивацией, уж если мы говорим о полном погружении в него, а не занятии им в полсилы? И почему вообще мотивация рассматривается человеком как нечто внешнее по отношению к делу? Я думаю, что если смотреть на свое пространство, которое тебя окружает честно, то никакая мотивация не будет нужна, потому что на это пространство можно воздействовать уже прямо здесь и сейчас. Но некоторые люди в виде идеи вот этой самой мотивации создают препятствия между тем, что они думают, и тем, что возможно прямо сейчас. Если ты чего-то действительно хочешь, то никакая мотивация не нужна. На самом деле, если ты чего-то действительно хочешь, то никакая мотивация тебе не будет нужна. Но то, чего ты на самом деле хочешь, можно узнать только в процессе какой-либо деятельности. Мотивация заниматься чем-либо приходит только в процессе, потому что только само действие может по-настоящему мотивировать, так как оно уже содержит мотивацию в том случае, если оно тебе нравится, после того, как ты с этим делом ознакомился. Так вот, почему сама мысль это единственная мотивация в моем случае? То есть в моем случае сама мысль это и есть единственная мотивация для меня
в данном случае не может быть мотивацией в виде некоего результата в продвижении моего контента на том же самом YouTube. То есть тот же самый YouTube — это всего лишь средство публикации своих размышлений, а не цель. И для меня первично ценность в виде значения той мысли, которую я вкладываю в нее. Я на самом деле не делаю никакого продукта, который можно было бы просто потребить, потому что мысль не подстраивается под потребительское восприятие, при котором человек получает то, что он ожидает услышать, то, что поддерживает его упрощенную картину мира, но не проливает свет на причинно-следственные связи происходящих вокруг процессов. То есть продуцирование мысли не может превращаться в некую информационную отрасль, как, допустим, психология, потому что мысль изначально не рассчитана для удовлетворения потребностей человека смотреть на мир сквозь призму, созданную в нем массовой культурой, да, и интеллектуализм, он, наоборот, снимает все культурные фильтры с глаз человека. И в этом смысле мысль, как следствие интеллектуализма, не ведет к некоему успеху, как в случае с тем, что приобретает популярность у аудитории просто потому, что это вписывается в их конкретную конформистскую картину мира, картину, на которую они изначально согласны, потому что для них болезненно видеть картину реалистичную. Успех и сознательная деятельность. Я много слышу в интернете про некий успех, о котором говорят так называемые, допустим, те же самые бизнес-тренеры, да. На самом деле я ничего не имею против концепции успеха, просто непонятно, что такое успех, если об этом говорят для массовой аудитории, как будто бы у успеха есть какие-то общие критерии, следуя и соблюдая которые каждый по умолчанию станет успешным. Тогда успешность, получается, что это нечто внешнее, если она измеряется некими общими критериями. Например, на моем канале в YouTube относительно маленькая аудитория, и я не знаю, какое отношение это имеет к успеху или не к успеху в моем случае, да, потому что мои мотивы не измеряются какими-то общими критериями. Мои мотивы индивидуальны в том смысле, что канал на YouTube, опять же, является для меня средством публикации и распространения размышлений. Но у меня нет цели каких-то статистических достижений в его ведении. Я не создаю никакого готового информационного продукта под определенные потребности, поэтому и цели у канала как такового нет. Я не зарабатываю на этом канале никаких денег. И, допустим, с июля месяца этого года я опять устроился в найм по своей технической специальности, потому что у меня нет доходов в интернете. То есть, как я уже и говорил выше, для меня первична публикация мыслей посредством канала. И я не участвую ни в каких информационных баталиях, имитируя свое отношение к какой-либо стороне информационных баррикад. Потому что только масса относит себя к тем или иным политическим сторонам. Либо же блогеры имитируют свою приверженность какой-либо политической стороне, чтобы собирать вокруг себя аудиторию и зарабатывать на ней. То есть демонстрация ими своей политической приверженности — это торговля, это по своей сути торговля принципиальностью, которая помогает собирать вокруг себя большую аудиторию, просто потому что эту аудиторию, как правило, составляют люди всеядные в информационном смысле, и они потребляют то, что можно легко съесть с точки зрения легкости восприятия информации, но не с позиции ее собственного осмысления. Когда результаты не являются мерилом мотивации. В случае с моим каналом, опять же, результаты в виде размера сложившейся аудитории и других статистических показателей могут вообще не являться мерилом мотивации, потому что статистические результаты зависят от аудитории и самого YouTube как технологической цифровой площадки. И когда ты не делаешь
некий информационный продукт под определенный уровень потребностей, а руководствуешься чистой мыслью, то всякие статистические данные, они, конечно, придают, так скажем, временной мотивации создавать контент, но они не влияют принципиально, так скажем, не оказывают принципиального воздействия в плане мотивации. И любые мотивы поверх чистой мысли — это мотивы второстепенные, потому что мысль является продуктом осмысления некоего процесса. Наличие мысли как продукта осмысления не предполагает ее соотнесение с выгодами, получаемыми за счет массового эффекта, как это происходит с той же самой индустрией бесполезных психологических информационных услуг. То есть наличие мысли как продукта осмысления вполне может противоречить выгоде, потому что выгода складывается в результате пробуждения коллективного инстинкта в массах, что в конечном счете приводит их к оплодотворению некой идеологической концепции, да, будь то концепция рекламная, маркетинговая, либо же идеологическая, государственная. И всегда находится псевдоинтеллектуальная псевдоэлита, которая просто пользуется массовым эффектом, воздействуя на обывателя при помощи приемов примитивной пропаганды, считая, что умение так воздействовать на массы является какой-то их выдающейся способностью. И такая, в кавычках, выдающаяся способность на самом деле связана исключительно с неограниченными, даже по меркам самого жадного до госсредств человека, финансами. И для обывателя оказывается достаточно просто транслировать по телевизору одну и ту же мысль в течение долгого времени, и рано или поздно такое примитивное воздействие приведет к тому, что он посчитает ее истиной. И пропаганда никогда не бывает изощренной в интеллектуальном смысле, потому что она всегда примитивна, потому что примитивны сами массы, для воздействия на которые всего лишь нужно активировать самые низменные их инстинкты. И для этого не нужна никакая изощренная в интеллектуальном смысле пропаганда, потому что интеллектуализм приводит к отстранению от толпы. Это не означает отсутствие способности влиять на толпу, а лишний раз подчеркивает первостепенность ценности мысли как продукта в чистом виде осмысления процессов, но не попытки извлечь выгоду, пользуясь примитивизмом толпы. И примитивизмом толпы пользуются те, кто сам машинально принимает ценности общественной системы, которые на самом деле всегда базируются на религии денег. Поэтому пользующиеся госфинансированием пропагандисты — это представители тех же самых масс, которые вполне могут уверовать в свою способность влиять на бездумную толпу. Но для воздействия на толпу достаточно иметь в своем распоряжении такие элементы средств массовой информации, как телевидение, радио, интернет и газеты. И такие учреждения, как детские сады, школы и так далее. И пропагандист — это всего лишь пешка в игре владеющих ресурсами, который склонен к тому, чтобы возомнить себя способным влиять на толпу. Те же самые актеры, писатели, ведущие программ — это такой же плебс, получивший доступ к ушам и глазам миллионов благодаря доступу к средствам массовой информации. И на самом деле их цель — это просто регулярно транслировать одну и ту же точку зрения, которую обыватель со временем рано или поздно воспринят как истину. Инакомыслие — это не противопоставление госидеологии. На самом деле инакомыслие и мысль как
Его следствие — это не противопоставление госидеологии, потому что реализация госидеологии осуществляется через формирование мнения среди масс, которое обычно называется мнением общественным, так называемым. То есть инакомыслие вызывает эффект противоречия мнению масс, а мнение масс, в свою очередь, является культом, который эти же самые массы защищают всеми своими инстинктивными средствами.